Золото привлекает к себе людей с древних времен, еще с бронзового века. Это один из самых ценных драгоценных металлов. Поэтому испокон веков люди мечтали найти золото. Оно лежит в земле в виде золотых чешуек или мелких песчинок, но найденный недалеко от современного Челябинска золотой самородок имеет форму треугольника и весит 36 килограмм. Уникальность большого треугольника, к слову, это его официальное название, в том, что он самый крупный за всю историю золотодобычи в России и самый крупный из всех самородков, сохранившихся в мире. Он хранится в Алмазном фонде России, и его даже можно увидеть. В 1797 году горный инженер Евграф Мечников вблизи города Миаса нашел месторождение золотой руды. За короткое время здесь было открыто более 200 месторождений. Самым богатым считался Царево-Александровский прииск. Здесь нашли несколько самородков, в том числе и самый крупный. Случилось это 26 октября 1842 года. Рабочий золотых приисков Никифор Сюткин, как обычно, копал свою старательскую яму. И на глубине 3 метров вдруг под киркой что-то звякнуло. Когда он отряхнул находку от земли, то с трудом поднял по деревянной лестнице уникальный самородок-великан. Размером он всего 31 на 28 сантиметров, но его вес составил более 2 пудов, или по нынешним меркам больше 36 килограмм. За свою работу рудокопы получали 3-4 копейки за день работы, в год это 15 рублей. И отдельно полагалось вознаграждение за найденные самородки. Найденный самородок оценили в 80 тысяч рублей серебром. На то время это были огромные деньги. Никифору Сюткину полагалось выдать серебром 1266 рублей 60 копеек. Это был заработок Сюткина за 70 лет или более 100 тысяч долларов на современные деньги. Самородок был незамедлительно отправлен под охраной в столицу. А вот сами обстоятельства этой находки обросли фантазиями и домыслами. Главное из них касается Никифора Сюткина и его дальнейшей жизни. О его судьбе писал известный в то время публицист Павел Падучев. Из его сочинений мы узнаем, что по правилам ему выдали определенные вознаграждения в несколько сотен рублей. Никифор Сюткин постоянно просил, чтобы выдали еще и еще. Деньги он использовал только на кутежи и попойки, и в конце концов спился и где-то замерз под кабаком. Однако нынешние исследования говорят совсем о другом и не сходятся с рассказами Падучева. Это доказал краевед и член Союза писателей Александр Козлов, взяв за основу архивные документы. Получается, что 18-летний паренек, которому улыбнулось счастье, вполне достойно закончил свои дни. Из семейного списка мастеровых Миасского завода 1842 года известно, что Никифор Сюткин не был круглой сиротой, как писал Падучев. У него был отец, 2 родные сестры и другие родственники. Из архивного документа 1852 года становится ясно, Никифор Сюткин уже сам глава семейства. Вместе с ним живет его отец Никита, жена Прасковья и 2-летняя дочь Александра. Последнее упоминание о Никифоре Сюткине, которое удалось найти, датировано 1857 годом. Так что версия, что золотой самородок принес нашедшему погибель, несостоятельная. В память о Никифоре Сюткине в поселке Ленинск в Челябинской области имеется улица Сюткина. А сам Царево-Александровский прииск, который дал стране самый крупный самородок, давно перестал существовать. А пока на этом все. Подписывайтесь на канал, ведь впереди вас ждет много новых и интересных историй. Всем пока!